Доброе утро. Вот у меня кофе и баранки. С утра уже собрал палатку. Вроде хороший день. Сегодня у меня планы уже поменьше поехать. Я решил делать не 5 дней, а 6 дней приключения, так как день у меня запасной есть. И сегодня где-то километров 600 поеду, не больше. Сделал несколько остановок, несколько сайтсиинг. Так что программа Light. И сижу, кофе сделал себе с утра. Обычно я сразу срываюсь и еду. Все убрал, кофейку попью сейчас, помедитирую и вперед. Интереснее, уже меньше полей, я уже вижу там 2-3 дерева. Здорово, скоро уже будут горы. Сейчас продолжается. Знаете, очень приятное чувство, когда ветер попутный, когда дует в спину, особенно когда он километров так 80 в час. То есть, если я несу 118, я практически сейчас стою, и как будто легкая прогулка. Так, преимущество именно вот ехать и стоять, наслаждаться видом. Unbelievable! This is Jessley again! This is the third time! We've already seen that, we've seen that. And just in the middle of nowhere, absolutely nowhere, we met again. Yeah, I should stop by Lloydminster. And after that, we'll go different way. Yeah, stop following me! I'm going to head north. Yeah. Once I'm at Lloydminster there, I'm going to head north. To Um, my uncle's place. I'm not sure where I'm going, but I'm going north too. I'm going to... Yeah, but you're going to go further north. You're going to go... Are you going through Lac La Biche? no, the place is called Dawson Creek. It's closer to Edmonton. Dawson Creek? Oh, yeah, you're right. You're going to stay on Highway 16. Yeah, 16. Well, have a good safe... Well, we might see tonight. Each other There's your tonight. sister again. You take care, buddy. Okay, guys, take care. Окей, жесткий адреналин. Как-то нахожусь сейчас в эпицентре одного из пожаров. С утра просыпаюсь, думал, что самое интересное было вчера. Поехал через кино на пожар, который говорят все газеты. Ни хрена! Соскочевание меня встретил более интересно. Сейчас я еще нахожусь в этом эпицентре. Вот так, я вам показываю, кроме дыма ничего не видно. Машины становятся все меньше и меньше, больше ножницы, кажется, чем простых. У нас продолжение мультика «Ежик в тумане» продолжается. И становится все глубже и глубже и глубже. Интересно, куда мы все-таки доедем. Посмотрите на деревья, как палит их. Сейчас я приоткрою каску, чтобы вы поняли, какой силой идет ветер. Просто ураганит. Вот по лифту летает поезд. Если поезд там проехал с ценами и бензином, есть шанс, что лифт приедет тоже. Это настроение повышает. Так, никакие не горят? Нет, нормально. I was lucky enough to meet four gentlemen, four chaps here on the motorcycles. They're from all over around here and also traveling together. I'm gonna do a quick look at the bikes here. Saskatchewan, Alberta, Saskatchewan, Saskatchewan. Wow. And it's amazing that we have a world of motorcyclists that we can stop anywhere. We can talk to each other. We can wave to each other. We're not so famous to each other like those cagers. So guys, I'm glad to meet you. I wish you a good trip. Enjoy the weather. Hopefully no more fire. No more forest fire. Ну вот, как я уже рассказывал, все эти поездки встречаете интересных людей. Вот с пацанами познакомился только что. Они тут из Saskatchewan. Я уже в Альберте. Поговорили, побеседовали, поделились интересными местами. И теперь в путь в дорогу дальнюю. Я уже въехал в Альберту. Вот я checked-in в отеле недалеко от Гранд Прairie. Это километров 300 и километров 400 от того, куда я еду. То есть, в принципе, уже последний
последняя ночь здесь. Хочу сказать, что очень повезло, что в отеле, так как эвакуация 2 провинций, все отели забиты, все. И через Booking.com мне повезло, и я достал этот отель, и за очень хорошую цену, и он был. Планы были ночевать в парке. Вот был в парке, хороший парк, начался дождик, и температура ночью доходит до 3 градусов, что очень удивительно, потому что днем было 34 градуса. Вот. Сейчас где-то 7,5 градусов, и я просто поражен, как за час температура может упасть так быстро. Но тут, кроме пожаров, еще и торнадо warning, и плюс еще горы. Так как altitude в горах выше, температура меняется быстро. То есть я думаю... Доброе утро! Наступил последний день первой части моего путешествия. Сегодня я уже встречаюсь с другом в Бритиш-Колумбии, в Досон Крик. Сейчас с утра заехал в Тим Хортонс, заправился. Погода очень пасмурная, дождик такой моросящий, и где-то single digits, то есть градусов 9. Head northwest toward 3rd Street, Yosegun Lake Road. Ничего, поедем дальше, не так далеко, часа 3 осталось, наверное, чуть больше. Сейчас согреюсь, кофейку попью, и поеду к своему другу Олегу Head southeast toward First Avenue, Airport Road. Он держит мотошколу в Досон Крик, Бритиш Колумбия. И сделаем маленький репортаж. Посмотрим, как работает школа. И вот я подъезжаю к парковке, где Олег сегодня проводит тесты. И вот, судя по всему, это и есть Олег. Ну, здравствуй, мотобратик. Привет, дорогой. Приятно тебя видеть. Рад. Я отвлекать не буду, давай ты продолжай. Да, они в восторге. Давай. Пошли, я представлю тебя. Hey guys, Well, how long did it take you to get from Toronto? 5 days. 4 forest fires, 2 tornadoes. That's about it. That's good. Nothing to it. It's beautiful. It's worth it. First time you've been here? Here, yeah. Okay. Yeah, first time on this coast on a motorcycle. I've been here before, but I never took the bike here. That's awesome. Well, guys, you're in good hands. So everything riding motorcycle is art and science. The science part, you have the best teacher. I try. I hope the best teacher over there. Well, let's hope you don't meet the best teacher then. yet. Yeah. Okay. Yeah. If you want water over the Я inside. считаю, что Олежка большой молодец, что помогает всем энтузиастам, мотоциклистам получить правильные скиллы, что он открыл эту школу. Он это сделал, потому что он действительно любит ездить на мотоциклах, любит все, что связано с мотоциклами, и любит учить и помогать людям. Я вспоминаю себя, когда я только приехал в Канаду, я еще в Союзе катался, но катался по-своему, без школы, без учителей, и как научился, так научился. Приехал сюда, и чтобы сдать экзамен, взял курс. И очень благодарен, что его взял, потому что он действительно изменил все мои плохие привычки, которые были уже годами выработаны. И то, что Олег делает, он действительно ставит людей на правильный курс изначально, чтобы следующее поколение мотоциклистов, мотоэнтузиастов в целом и росло, и было безопасно, чтобы безопасно они ездили.
Так, спасибо, Олегу, молодец большой. With my friend David here, who just passed the test. Congratulations. Thanks. And currently, we might have met before. Because we lived in the same town. Yes, he lived in Gander. His dad was stationed there at Mountie. Yeah, RCMP. This is so cool. And you mentioned that your relative has owned the Skipper's Inn. Way back when. This is so close to my heart. Yeah, he bought it kind of out of a dare. He used to own the company, and somebody would cash the check at the Skipper's Inn for one of his drivers. And he said, well, you're going to cash it because I'm going to buy this hotel. And he bought it. And I don't think he held on to it very long, but then he sold it. But he had it for a while. That's so cool. He was also the mayor of Gander at one point. Are you serious? Yes. What years are we talking about? Oh, back in the late 70s, early 80s. Yeah. Pat O'Brien was his name. This is so cool. So this is the same place that I stayed at. That was my first home. Well, it wasn't home, but that's where we stayed. Almost. Yeah. And there's another hotel next to it, Foxmouth. Yeah. I never went into that one, but it was there. That's one I stayed at last year because Skipper's Inn, I don't know if you know, got burned down. Yeah, I heard that. I haven't been home in 6 years. Not since my little boy was born. We haven't been home. I love how you call it home. Well, it's Newfoundland. Newfoundland's always home. You know, we lived there. Like I lived there until I was 25. And in another year, I'll be here longer than I was there. So, yeah, it's like half life. Yeah, it does. This is how small the world is, and how nice it is to meet people that actually relive the same part of life that I did. Yeah. And you were mentioning that you remember that influx of Russians and Moldovians during the 90s. Yeah, I do remember that. Crazy time. Yeah. Newfoundlanders always take people in. They're so nice, and that's why I felt so bad because, a lot of people that came over there weren't the cream of the crop people. They're the ones that had money back in the days, and normal people didn't have money. No, but then, Newfies don't hold that against people. Newfies are very accepting of everybody. Like, I was there when 9/11 happened, and I remember people were taking people in and putting them in their homes, putting them on the floor. There was a Orthodox Jewish rabbi got taken in by a Pentecostal minister, and they're friends to this day apparently. They flew out on the Sabbath, and the Orthodox Jewish people don't fly on the Sabbath, so the minister let him stay there for an extra day just so he could avoid flying on the Sabbath. There's a lot of stories about stuff like that happened there. You're definitely right. I think Newfoundlanders are probably the best, nicest people I've ever met. Not sure if it's still that way because I've been gone so long. It still is. Yeah, I can tell you from last year, it still is. Yeah. It still is. There's so much open heart. And, that's why it'll always be home. No matter how long I'm up here, Newfoundland's always home. Well, I'm into that. Хочу ребят поблагодарить за гостеприимство, что приняли меня в своем доме. Спасибо. Такие замечательные детки и замечательные песики. Это Honda, а это Harley. Или наоборот, я еще не уверен. Ну, Honda и Harley, понятно, кто дал название. Здорово. Спасибо вам огромное, что приютили. Спасибо, что доехал до наших крайних северов. Ну, прикрайних. Ну, еще не крайних. Крайних мы еще поедем. Да. У нас еще в пути. Очень замечательное место. Очень... Вот так должен выглядеть гараж человека, который любит мотоциклы. И там еще и Планета Спорт стоит. Ну, плюс еще там все мотоциклы, которые используются для школы. Вот человек действительно любит мотоциклы. Так, мы знаем, что мы находимся в Досон и едем на Аляску Хайвей. И здесь доска почета, где, я думаю, Серега и все остальные уже давно отметились. Но Олег говорит, что эта доска только в этом году новая и уже все обклеены. Представляю, какая старая была. Да, вот памятник еще. Человек, который показывает дорогу на Аляску.
геодезист. Да. Туда. Да. Вот это историческое место, потому что отсюда начинается Аляскин хайвей. И это оставшийся еще оригинальный пост, который нам говорит, что отсюда все и начинается. Вот немножко истории, как этот город был обоснован. Он сразу же после конфедерации, когда Канада основался этот город. Тут маленький исторический музей такой, это элеватор, который используется для зерна. И туда мы сейчас, по-моему, пойдем. Вот у нас старая железнодорожная станция, которую сейчас переделали в музей. Мы пойдем внутрь ее и посмотрим. Так, продолжаем путешествие по музею. Тут у нас такой быт 40-х годов, точнее не 40-х, а 1870-х каких-то годов. Так люди раньше жили. Вот такие инструменты играли. Зеркальца всякие, фарфоровые кружечки. '43 год, Аляска Хайвей. Да, это у нас товарищ Черчилл. Тут у нас какая-то радиоуголок, наверное. Лампы, да, разные. Всякие, да. Technology Corner, скажем так, позапрошлого столетия. А вот это был популярный Аляска отель, паб. Все останавливались, но он сгорел, если я не ошибаюсь, не так давно. Но я не застал, по-моему. Да, тут очень атмосферно, знаешь, как будто попадаешь в это время. Вот так вот раньше колонки выглядели, без экономки. И тут у нас... А вот если ты обратишь внимание, вот эти все элеваторы. И один перенесли, поставили сюда. Мы сейчас находимся вот в этом здании. Вот в этом здании. Вдоль дороги были эти элеваторы, я вижу, да. Тут у нас ткацкие станки разные. Это делать прядь. Это, наверное, утюг. Это, наверное, так одевались. Ну, как бы, и сейчас можно так тоже одеться. Вот это уже немножко native corner. Тут у нас native костюмы. Здесь пришел там, как пассажиры, все. Так, тут у нас компьютерный центр позапрошлого столетия. Рупорт, рации всякие, все машинки, все телефаксы. И для смотрящего просто выход на рельсы. Как вы уже поняли, мы находимся на кухне, где готовили тут, кто ждал, наверное, паровозов, которые наверняка не ходили каждый час, а может быть там раз в неделю выходили. Да. То есть на самом деле тут был отсек, где кормили людей. 54 год, календарь. Это у нас так выглядел раньше холодильник. Скалки-мялки. И сейчас мы заходим где люди отдыхали, наверное. А вот это Почивали. кабинет, наверное, какой-то. Кабинет, потому что здесь это официальная комната. Вот у нас Виктория там висит, по-моему. Или не Виктория. Да. А тут все они, вот и... Смотри, теперь брат Николай. Ух ты! Ух ты! У нас тут Николай II, получается, Романов, вписался в эту компанию. Да. Вместе с Queen Mary, Queen Victoria, тут Джордж и Элизабет. Вот этот ковер мне очень напомнил Советский Союз, и у любой бабушки такой висел. With the Top Gear Cycles, this is where I'm gonna store my bike for 2 weeks. I'm gonna fly back home now, see my beautiful family, spend time with them, and then come back and do the second leg of this trip. I'm gonna miss you, buddy, for 2 weeks, but I'll see you in 2 weeks. Садимся на самолет. Заканчиваем первую часть нашего путешествия.
закате нет.